Что общего между напечатанной на машинке страницей Солженицына, кассетой запрещенной песней и выставкой картин в обычной квартире? Сегодня это часть культурного наследия. А в 1970-е за каждое из этих действий могли возбудить уголовное дело. За что именно? Какие статьи применяли на практике? И почему одни получали предупреждение, а другие – реальный срок? В СССР не существовало частного издательского дела. Любая печатная продукция проходила через государственную цензуру, главлит. Это был не просто идеологический контроль. Это был правовой принцип. Информация считалась общественным ресурсом, а ее распространение без разрешения – нарушением установленного порядка. Когда в 1960-х самиздат вышел за пределы узких кружков, люди перепечатывали запрещенные тексты, размножали через копирофальные листы, передавали из рук в руки, государство восприняло это как неучтенный канал связи. Реакция была юридической. В Уголовный кодекс включили статьи, которые превращали переписывание текста в состав преступления. В 1966 году в УК РСФСР появилась статья 191 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Наказание – до 3 лет лишения свободы или исправительной работы. Статья 70 «Антисоветская агитация и пропаганда» предусматривала лишение свободы на срок от 6 месяцев до 7 лет или ссылку на срок от 2 до 5 лет. Обратите внимание, ссылка была альтернативным видом наказания. На практике эти статьи применялись не к каждому, кто перепечатал страницу. Суд требовал доказательства системности, тираж, организованное распространение, связь с зарубежными изданиями. Архивные данные показывают, за 1970-80-е годы по этим статьям проходили десятки дел о самиздате, но реальные сроки получали единицы. Чаще применялись профилактические мероприятия, беседы с сотрудником КГБ, увольнение с работы, принудительное лечение в психиатрических стационарах или предложение эмигрировать. Когда система переходила к суду, дело часто квалифицировалось комплексно: нарушение правил печати плюс политическая статья. В декабре 1979 года был арестован редактор журнала «Поиски» Валерий Абрамкин. В октябре 1980 года он получил 3 года лишения свободы по статье 191. Тираж журнала не превышал нескольких сотен экземпляров, но суд учел наличие редакционной структуры и систематичность издания. Это не был массовый приговор. Это был сигнал. Государство готово использовать уголовное право, когда распространение материалов перестает быть частным и выходит в общественное поле. Магнитная запись изменила правила игры. Текст можно было перепечатать за неделю. Пленку переписать за час. Рок-группы, джазовые импровизации, бордовские песни расходились по стране без типографий. Но и здесь правовая реальность отличалась от мифов. За сам факт прослушивания или копирования музыки в СССР не сажали. Уголовные дела заводили не за западный ритм, а за сопутствующие действия. Чаще всего применялись административные статьи: мелкое хулиганство, за шумные репетиции, тунеядство, за отсутствие официальной работы, нарушение паспортного режима, за ночные сборы. Если кассеты продавались, подключали статьи о незаконном предпринимательстве или спекуляции. Политические статьи 70 и 191 использовались редко, и только когда в текстах усматривали прямой идеологический вызов, а организация выходила за пределы дворового кружка. В архивах сохранились дела, где музыкантов судили за тексты, содержащие прямые отсылки к политическим репрессиям. Но и в этих случаях суды чаще ограничивались условными сроками или принудительными работами. Реальные сроки за музыку – исключение, а не правило. Система боялась не гитары, боялась организованной сети распространения. Квартира стала первой независимой галереей. Стены, ковры, пол – все становилось экспозиционным пространством. Художники, чьи работы не проходили официальные выставки, показывали их узкому кругу. Долгое время государство не вмешивалось. Пока двери закрыты, а посетители свои, это считалось частным делом. Ситуация менялась, когда выставка становилась публичной или привлекала внимание иностранной прессы. Самый известный случай – разгон выставки 15 сентября 1974 года в районе Беляева в Москве, так называемая «бульдозерная выставка».
бульдозеры, водометы, задержания. Но уголовных дел по политическим статьям тогда не открыли. Организаторов привлекли к административной ответственности, оштрафовали, некоторых уволили с работы. Позже, в конце 1970-х, несколько художников получили сроки, но не за картины. За злостное хулиганство, нарушение общественного порядка или отказ от профилактических мероприятий. Политическая статья подключалась только если выставка сопровождалась манифестами, открытыми письмами в зарубежные СМИ или созданием неформальных объединений с уставами. Квартира оставалась частным пространством, пока выставка не становилась публичным событием. Если смотреть на статистику, уголовные дела за культурный андеграунд составляли менее 1% от общего числа судимостей. Но их значение было не в количестве. Оно заключалось в профилактике – предупредить, а не наказать. Система работала по принципу лестницы – беседа, увольнение, принудительная психиатрия, эмиграция. Суд был последней ступенью, а не первой. В середине 1980-х практика начала меняться. Дела чаще закрывались, статьи применялись мягче, а в 1987-89 годах статьи 70 и 191 были фактически выведены из активной судебной практики, а затем отменены. Самиздат стал легальным издательским делом. Кассеты – коммерческим продуктом. Квартиры – выставочными залами. Закон не исчез. Он перестал быть инструментом контроля над тем, что люди читают, слушают и рисуют в частном пространстве. В следующем видео «Экономика подполья», валютные операции и контакты с иностранцами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пишите в комментариях, какие еще правовые нюансы советского быта хотели бы разобрать.